Друзья мои, всем привет из заснеженного Каменска-Шахтинского. Находимся мы с вами на микрорайоне Заводском. Буквально вот в течение недели у нас предыдущий снег полностью растаял. Там кое-где только оставался. Да, стояла плюсовая погода, периодически переходя в мороз. На выходные, короче, опять у нас тут снегопад. Полностью все замело. Вторые сутки идет снег. Причем сначала была такая теплая погода, и он подтаивал. А сейчас -3. В общем, замечательно. Снега очень много. Но знаете, что самое интересное? Сегодня у нас суббота, а в понедельник уже передают +12. Ну, не знаю, может прогноз погоды, конечно, изменится. Но тяжело сказать. Гляньте, сколько снега. Все в снегу покрыто. Ну а мы сейчас с вами будем выдвигаться на электричку и поедем в Каменск-Шахтинский, сам город с микрорайона. И там с вами прогуляемся, поснимаем. Ну, в общем, вот такая вот красота. Но качели, конечно, у нас жуткие. От сильного мороза до снегопадов и потом весенняя оттепель, потом опять снег. В общем, такое вот специфическая, конечно, погода. Но такое количество, конечно, снега, как в этом году, вы знаете, не было уже очень давно. Я даже не могу вспомнить какой-нибудь такой год, когда было у нас столько снега. Как уже говорил не раз, Северский Донец уже сейчас, с учетом, что шлюзы у нас открыты, у нас здесь шлюзовая система еще со времен царской России. Ну, понятно, что она модернизировалась. Так вот, они на зиму открываются. Вот. И уровень воды падает где-то, наверное, метра на 2, на 3. То сейчас вот уровень воды у нас уже летний. Воды много. А снег продолжается. Скорее всего, весной будет большой-большой паводок. Как бы станицу не подтопило. Ну и надеюсь, что будет, конечно же, хорошая рыбалка. Обычно всегда, когда большой разлив, хорошая рыбалочка. Да, красотища. Ну что, друзья мои, слава Яндексу, мы уже в городе. Такси вообще какие-то смешные деньги, 138 рублей. С маршзавода вот до маяка доехал. Ну, кстати, автобусы, гляньте, ходят. Проехал 25-й, ну я пропустил его, ну мы его догнали. Люди пошли на другую сторону через железную дорогу, в центральную часть города. Это вот у нас за спиной остался мост, Северский Донец. Ну а мы сейчас с вами пойдем прогуляемся по парку. Вы знаете, добрался сюда к парку, и такое впечатление, что начинает срываться как то ли дождь, то ли снег. В общем, погода непонятная у нас сегодня. А вот и центральная вывеска: парк имени Маяковского. Вот так вот красиво его заснежило. Ну, сугробы такие выше щиколотки. Местами, наверное, заносы будут поболее. Ну, днем такая погода более теплая, конечно, к вечеру будет попрохладнее. Снежок чудесно хрустит. Довольно-таки тепло. Камеру держу в руках. Руки, в принципе, не мерзнут. Вокруг все вот так вот красиво. Сейчас пройдемся с вами в нижнюю часть парка и туда на горочку. Думаю, что должен кто-то там на ней кататься. Единственное, конечно, друзья, недостаток. Сейчас бы небольшой бы морозец. Потому что, конечно, сейчас, если кататься, на снег упадешь, быстро вещи будут промокать, конечно. Вон, гляньте, кормушка висит и
Воробушки летают. Из заснеженного парка выходим к ДК. Дедушка Ленин стоит полностью весь в снегу. И сам дворец культуры имени Маяковского. Да, снежок скрыл все недостатки. Здесь, конечно, снизу страшный асфальт. Здесь, конечно, есть у меня мечта такая, чтобы попал этот парк под благоустройство. Здесь большая территория, здесь бы можно было бы что-то интересное сделать. Ну, пока что только живем надеждой. Ну, кстати, проезжая часть здесь более-менее почищенная. Кстати, вы знаете, действительно, видать, дождик срывается, и так поверх снега начинает наледь такая образовываться. О, гляньте, какая здесь чудесная горочка большая. Здесь есть, правда, ступеньки снизу, но сейчас, видимо, они покрыты снегом, поэтому можно скатываться здесь с самого верха донизу. А вон еще одна горочка, вон катаются детишки. Но еще не вечер, сейчас обед, я думаю, под вечер тут народу, конечно, будет побольше. Вот одна здесь горочка такая поменьше. А здесь левее, гляньте, какая крутая длинная горка. Здесь вообще просто здорово кататься. Правда, наверх, конечно, забираться тяжело будет. О, гляньте, как. Прям на картонке можно кататься. Разгон. Катание по парку продолжается. Все больше приходит детишек покататься. Да, в этом году, конечно, классная такая снежная зима у нас. Ну, шикарный здесь, конечно, большой парк. Но немножко такой, конечно, он подзаброшенный. Хочется, конечно, чтобы его все-таки когда-то отреставрировали, что-нибудь здесь интересное в нем сделали. Всякие там детские площадки, тренажеры, вот как в Луганске сейчас делают с парками. Думаю, что жители были бы благодарны. Но, конечно же, надо делать большую-большую парковочку, потому что сюда надо как-то добираться, а машины где-то надо ставить. Ну, здесь единственное, конечно, у жителей Отрада это парк Лага. Конечно, суперский парк. Ну, а мы сейчас с вами пойдем прогуляемся туда, в сторону Северского Донца, до Турбаз. Посмотрим, может, и до стадиона дойдем. Насколько там большие сугробы, интересно. Кстати, в парке снег не чищенный. Вот только что сами люди здесь протоптали. Кстати, в последний раз, друзья мои, такое количество снега я видел, когда в командировку ездил в Карелию в 2019 году. И вот в Карелии было столько много снега, только, ну, конечно, при этом мороз стоял такой минус 10, минус 15. Да, ну это, конечно, гораздо севернее нас, там выше Санкт-Петербурга. Был я в командировке на Карельском Акатыше в городе Костомукша на границе с Финляндией. Очень жалко, что тогда не было у меня хорошего телефона тоже или камеры, чтобы поснимать. Но там приграничная зона, конечно. Пограничники бы спросили, что вы здесь снимаете. Да, вокруг красота, тишина. И практически никого нету. Ну, конечно, всегда бы у нас такой бы снег бы лежал бы.
можно было бы заниматься лыжами. Так, друзья мои, последние 15 лет снега вообще зимой не допросишься. Выпадет, 2-3 дня пролежит и растает. Дальше углубился я в парк. Иду тут через вот такие вот сугробы. Дорожка здесь совершенно не чищена, никто здесь не ходил до меня. Мы с вами пробираемся через терник к звездам. А вот уже виднеется спортивная школа вдалеке. Здесь вроде машины ездят, дальше должно быть более-менее почищено. Вдалеке даже машина стоит. Подходим к реке, здесь небольшой ветерок. Это может рыбак на рыбалку приезжал, машина стоит. Оттепель была, у нас тут весь лед на Северском Донце растаял. Кстати, снизу иду, чувствую, что под снегом снизу так и немножко грязно, не подмерзший грунт. Видите, сколько воды? Спустились мы с Северского Донцу, видите, какие сугробы после себя оставили. О, здесь запахло дымком. Где-то угольком топят. Вдалеке, вон, видите, турбаза виднеется. И, кстати, вон, смотрю, рыбачок вроде стоит. Вот такой вот красивый Северский Донец. Правда, вы знаете, по-моему, пошел прямо дождь. Смотрите, у меня куртка вся прямо мокрая. Да, под вечер все это дело замерзнет. И будет гололед. Вот такая вот у нас тут переменчивая погода на юге России, в Ростовской области. Возвращаемся назад в парк от Северского Донца. Идем уже здесь по дороге. Здесь машины с утра ездили, поэтому здесь, конечно, идти полегче. Ну а так все заснежено. Красиво-красиво. Заснеженный подъем пошел на выход из парка. Здесь вот уже, наверное, постройки турбаз идут. А здесь вот небольшая детская площадка. И беседочка вот такая вот. И качельки. Не хочу обходить, пошел напрямик. Вы знаете, местами сугробы почти по колено. Сейчас будем на центральную аллею возвращаться. Играются в снежки. Да, для детей, конечно, это счастье. Подходим назад к горочке. Здесь у нас катания продолжаются. Несмотря на то, что срывается мелкий дождик. О, гляньте, едут. С большой скоростью. Еще раз, друзья мои, взглянем на эту чудесную длинную горочку. И будем выбираться потихонечку из парка. Ну что, друзья мои, подходит к концу наше сегодняшнее путешествие. Вон уже тоже люди накатались, прячут санки, будут ехать домой. Ну, я думаю, к вечеру морозец будет. Будет, в принципе, нормальная погода. Так что ждем всех на катание по парку Маяковского, пока снег не растаял.
Друзья мои, как всегда, в заключении всем хочу пожелать крепкого здоровья, мирного неба. Ну и не забывайте писать ваши комментарии, подписываться на канал, делиться видео с друзьями. Все, друзья мои, до новых встреч, до новых видео. Давайте, пока-пока.